выпускай зверя. Выходи, зверь. Греныч. Всем привет, товарищи рыболовы. Итак, 25 октября опять приехал на рыбалку. Опять попробовать половить налима. Очень интересная и красивая рыба. И хочется все-таки поймать какой-нибудь трофей, не теряя надежды. Сегодня приехал, взял с собой собаку, гренку свою где-то здесь по кустам бегает. Пускай хоть побегает, оторвется. Жирок перед зимой нагуляет, так скажем. В общем, ребят, сегодня приехал на это же место, где до этого последняя моя рыбалка была, когда я поймал одного маленького небольшого налимчика. Сегодня рыбалка также будет где-то до 0, до часу приблизительно. В общем, время уже вечер, солнце еще пока стоит, но уже сейчас скроется за горизонтом, понемножечку начнет темнеть. Эх ты, он гоняется. Рыбачить буду также опять на донке. Сегодня взял с собой 4 донки. В тот раз у меня было 3. Сегодня взял 4 донки. И из наживки сегодня у меня появились черви. Наконец-то появились черви. Есть червячки. Так что попытаемся также еще сделать насадку червя. Итак, у меня есть червь. У меня есть свежий карась. Есть креветка и есть мидии. Как раз 4 разных наживки, будет стоять 4 донки. Я сегодня взял с собой тент, но тент пока что растягивать не буду. Мои палки, которые ту рыбалку я здесь устанавливал, лежат здесь на месте, стоят. Одна сторона этих палок я ее убирал в кусты, они там лежат. Просто мне нужно было, чтобы машиной назад выехать. Поэтому весь материал для установки тента находится здесь, на месте. Но тент растягивать не буду, чтобы не терять на это время, на установку, потом его собирать. Сегодня я не брал с собой стол, ничего сегодня из приготовления на костре не будет. Только будет единственная рубрика поедания сала. Это обязательно. Также взял с собой чайку, но чайку в термосе, чтобы не терять на это время на костре, что-то готовить. Дрова обязательно сейчас схожу, я напилю, подготовим к вечеру. О, солнышко выходит. К вечеру, чтобы были дрова, обязательно будет костерочек. Ну, посидим, попробуем поймать какого-нибудь трофейного. Хотелось бы подержать его в руках, взглянуть ему так в глаза, в его наглые посмотреть. Ну и потом уже его, конечно же, отпустить. Ну, в общем, что получится. Давайте начинать. Кстати, предыдущую мою рыбалку человек оставлял такой комментарий, что у меня неправильно установлен полог. Неправильно я его установил. В случае дождя он меня не спасет. Ребят, делает кто как по-разному. Кто-то под наклоном его пускает. Кто-то буквой П ставит, если длина позволяет. Кто-то делает так, как я, буквой Г. Но я его сделал так. Я не стал делать наклон. Обычно просто в таких случаях, если начинается дождик, я беру палку высокую, приблизительно чуть выше, чем где находится у меня крыша, ставлю посередине этой крыши. Итого у меня крыша, тент, то есть получается куполом. И отлично, вода стекает во все стороны. Поэтому я делал растяжку тента именно вот таким образом, что если вдруг начнется дождик, я просто подставлю палку и будет все шикарно и просто. Понемножку здесь расставляюсь, разгребаюсь, достаю вещи. Фонарь сегодня с собой взял, аккумулятор с фонариком, лопата на всякий случай, стойки под донки, подсак, сами донки 4 штуки. Рыболовное спальное кресло. Вот такой стульчик взял в виде столика, чтобы использовать. Здесь нарубил мелкие щепочки из дома, брал сосновые, сухие, для того, чтобы развести костер. Сейчас нужно будет идти дров напилить. А тут, смотрю, блин, вообще просто такая темень стоит. И радуга. Офигеть, я такой яркой никогда, ребят, не видел.
Вон она за кустами. Сейчас выйду, гляну. Просто прям яркое-яркое. Там что, дождь такой вливает, что ли? Может быть, стоит спрятаться вообще? Пока что не буду я, наверное, пока что тент растягивать. Посмотрю на погоду. А вон вторая радуга. Вон вторая идет. Вторая. Первая, вторая. Тоже начинает проясняться. Влил все-таки дождик. Я спрятался в машину. Все вещи быстро забросил. Собака у меня под машиной спряталась. Одни удочки оставил. Не знаю, стою, думаю, что делать. Офигеть, даже град пошел. Ну и погодка, я вам скажу. Сначала дождь влил, потом как град, как дал. Блин, такой шум. Собака выбежала из-под машины, давай гонять туда-сюда, испугалась. Я и шумлю, залазь в машину, посадил ее. Он что-то ходит уже, нашла, жрет. Вообще непонятно. Там сейчас небо начало прояснивать. Теперь там затемняет. Опять дождик начал моросить. Только сейчас прям град перестал, дождик перестал. Что делать, вообще не знаю. Растягивать полог, пилить дрова? Или не стоит ничего доставать и ехать домой? Непонятки какие-то. Упрел, пока дрова напилил, дрова перетаскал, наложил. В общем, ребят, принял решение. Коль приехал, что, зря бензин, что ли, катал? Надо все-таки будет закидывать. Сейчас первоначально оснащу донки, насажу разные наживки, заброшу. Потом все-таки я поставлю тент, растяну, потому что с той стороны, откуда приходил дождь с градом, опять тучи заходит, чтобы не получилось так, что я в потемках тут начал метаться, искать, где как что укрыться. Растяну тент, потом зажгу костерок, ну и потом уже попьем чайку. Кратенько пробегусь, опять, кто не видел, по оснащению, как я делаю донки. Основная леска, коромысло на вертлюжке с карабинчиком, грузило в зависимости от течения, здесь потяжелее поставил. После основной лески, значит, идет вертлюжок и сантиметров 30 где-то поводок, ну и такой средний довольно-таки крючочек. Эта оснастка с грузилом, она получается скользящая, то есть вот он опускается, ходит туда-сюда. При поклевке грузил остается на дне, потяжка происходит в самой основной леске. Ну и таким образом у меня оснащена одна донка, вторая донка, третья донка, четвертая донка, которую я сегодня немножечко по-другому сделал. На конце основной лески грузила. И типа отводного поводочка такая получается, сантиметров 20 где-то на уже обычной леске, такой уже размера крючочек. Но весь процесс насаживания, как насаживаю, все это показывать не буду, потому что опять тучка подходит, нужно все это дело побыстрее забрасывать, тент растягивать, натягивать и все перетаскивать под тент. В общем, здесь у меня черви, эти хвосты креветок, под ними мидии. Опарыш мне нужен белый для того, чтобы, когда червь насаживаю, чтобы не слетал, не стаскивал его. Ну и вот здесь вот в ведре находятся маленькие карасики. Я им пузо вспарываю, чтобы они не шевелились. И запах свежего мяса, свежей рыбы был. Ну, так понемножечку, в общем, короче, оснащаю. И давайте закидывать.
после дождя, а особенно града. Такая прохлада стала на улице. В общем, ребятушки, поставил я 3 донки здесь. И одна вот у меня чуть левее получается. Вот она стоит. Электронные сигнализаторы не вешал. Сегодня буду пользоваться бубенчиками. Неохота мне с теми копаться. Если зазвонит, включу фонарик. Увижу, не промахнусь. Буду надеяться, что клюнет. Ну а сам, наверное, сейчас буду натягивать тент, устанавливать и разжигать костер. Как быстро темно становится. В общем, тент, ребята, растянул. Все под тент убрал. Греныч, иди сюда. Далеко не уходи. Все тут понемножечку обустроил. Давайте свет включу, чтобы видно было, что у меня тут есть. В общем, вот таким образом я поступаю при установке тента. Вот видите сейчас, как у меня крыша. Она во все стороны, получается, идет по катам. Вот сейчас я просто сюда подсак поставил, а так обычно посередине подставляю палку длинную. Креслица, мини-столик, съемочное оборудование, по рыбалке, что нужно, наживки. В общем, все, понемножечку я расположился. Тучки вроде то заходят, то перестают. Сейчас дровишек рубану, несколько штук еще на разжижку, и развожу костерчик. Ну вот и костерочек развел. Сухие сосновые снизу бросил, а тут уже сырые, которые одно поленница разрубил, а остальные буду уже так подкладывать. Греныч тут поближе к костерку перешел, да? Иди сюда. Все, устал. Мне уже ничего не охота. Набегался, навкалывался, дров натаскался, делами позанимался, свежий воздух, теплый костер и сразу в сон клонит. Фух, костерчик разгорелся нормально, горит. Так, предлагаю чайку сквашандарахнуть. И чуть попозже уже хотелось бы перекусить. Я в обед только пообедал. Время-то уже на улице темно. Хотя, в принципе, время всего 17:30 по Москве. В принципе, в то время я тоже так же начал. Нифига себе, на той стороне там кто-то стреляет. Охотники. Собаки брешут. Охота, наверное, идет. Так, ну, ребят, за сегодняшний выезд на рыбалку надеюсь все-таки поймать я этого красавца и посмотреть в его глаза. За рыбалочку. Так, ну что, ребятки, фонарик я на себя нацепил, чтобы в случае чего быть начеку и наготове. Поклевочек пока нету. Чайку попил, пора перекусить. Я сегодня, кстати, был у врача. И врач мне сказал, что нужно больше есть горчицы и чеснока. А поэтому в моей рубрике сегодня будет присутствовать горчица. Как бы это ни было печально. Всего лишь горчица. Вот так. Размажем ее. Вот так. Чесночка нарезал. Ну и я думаю, будет неплохо, если я приложу к этому делу вот так. Никто же не видит. Раз. И все, как врач велел. Ну, так же ведь он велел. Ну и теперь это дело можно захомячить. Вкуснота. Все, как врач велел. Горчица, чеснок присутствует. Греныч, ты где? А, вот он. У тебя тоже тут свой рацион. На, получи пайку. О, ты жуешь вообще хоть или нет? Или ты так все прям как это? Через мясорубку-то пролетает, она хотя бы дробится. А ты живьем глотаешь.
Ну тогда на тебе еще. Тихонько только бери. Вот ты умница моя. Все, вот так раз и все. Учитесь. Рубрика поедания сосиски за несколько секунд. В общем, ребятки. Ой, фонарь в глаза от камеры. Основной свет выключил, большой, а то он рассеивает свет и на воду падает тень, когда к воде подходишь. Выключил его, сам разложил стульчик, под голову подложил подушечку маленькую. Тепло вообще около костра. Одну сторону аж прям жгет, красота. Гренка тоже там греется. Она там на траве вон разлеглась. Хорошо, тепло ей. Кайфует. Что-то такое ощущение, что времени прошло много. На самом деле время-то всего 18-19 часов по Москве. Поклевок пока что нету. Тишина. Только бобер где-то на той стороне сейчас раз 5, наверное, как даст хвостом. Потом не то ли другой, не то ли этот же гренка вскакивает. Я тоже привык к этим шумам. То и эти фонариком на ту сторону свечу, там как пищать начали, бегать, гоняться. Выдры. О, их там целый выводок стаи. Вот поэтому, наверное, тут и рыбы нет, тут выдры всю рыбу сожрали. Ну, а мы с Гренчем продолжаем сидеть у костерка и надеяться, и ждать поклевку. Знаете, вот после таких рыбалок, когда возвращаешься домой без рыбы, то, что не поймал, это не так обидно. Для меня в такие моменты гораздо обиднее то, что я начинал съемку и ничего из этого не получилось. Поэтому как бы труда вложил в съемку, а в итоге видео не вышло из-за того, что ничего не поймал. Выезжал я вчера на рыбалку, выезжал я на карповую рыбалку, начинал видеосъемку, ставил донки. В итоге я проехал 2 арендованных водоема карповых. До обеда на одном, после обеда на другом. Нигде, ребят, даже ни одной поклевки не увидел. Ой, рыба встала. Но я как слышал, что карп при достижении температуры воды, определенной температуры, то есть именно карп, он встает, все, рыба перестает двигаться. Ну, возможно, это, наверное, так и есть. Просто рыба встала. Я за весь день не увидел ни одной карповой поклевки. До этого, несколько дней назад, выезжал на рыбалку по окуню. Ну, я с окунем, я не знаю, что вообще случилось. Я проехал 3 водоема, где есть щука и окунь. Рыбачил я с берега на сингу, на отводной поводок, на простой спиннинг, на воблер, на силикон. В общем, перепробовал все. В итоге вернулся домой без рыбы. Опять начинал съемку. Ничего не вышло, потому что ничего не поймал. И вот сегодня, да, такая красота, перемены погоды. То снег, то дождь, то солнце. Такая радуга красивая. Костер. Сальца покушал, чайку попил, дров напилил. Вроде бы материал есть отснятый, осталось только поймать рыбу. Вот если рыбы не будет, и что толку выкладывать такие видео? Я думаю, что, наверное, они не будут интересными. Хотя, не знаю. Ладно, мы продолжаем сидеть и надеяться на поклевку. Ничего не пойму, ребят, начал донку доставать. Одну, которая на карася, потому что смотрю, в сторону ушла. На ней, говорю, наверное, трава налепилась. А тут вместе с травой еще маленький бонус оказался. Где он есть-то? Вот он. Бонус. Смотрите, какой бонус. А я даже и поклевки не слышал. Просто я подходил к ней несколько раз. Смотрю на нее.
И она с каждым разом дальше и дальше уходит. Ну, трава по течению плывет сейчас, всякая, которая на дне была, отмирает. На леске зависает. Вот. Ну, я сейчас посидел у костра. Говорю, пойду я схожу эту донку, которая совсем в сторону ушла, перезакину. Ну и не стал, конечно, ничего снимать. Думаю, что я буду снимать, поклевки-то не было. А сейчас вот к берегу подвожу, поэтому и решил включить камеру. И что хочу сказать, что опять на карася, ребята, опять на карася. Та поклевка была, но этот, кстати, еще меньше, чем ту рыбалку. Еще меньше, чем тот. Красив, конечно. Он, хвост у него изо рта торчит. Но не тот размер. Так, пойду я схожу за пинцетом, чтобы освободить его. Так, все, ребят, я его освободил. Но он так неудобно заглотил. Вроде бы ничего не кровило. Не знаю. Я за ним до конца рыбалки понаблюдаю. Пускай пока в ведре поплавает, красавица. Так, все, карасика перенасадил. И пока я карасика перенасаживал, у меня вот на эту донку какие-то мелкие поклевочки были. По-моему, если я не ошибаюсь, это на креветку. Это может быть тоже или трава, или какая мелочь села. Проверю, гляну. Что-то, по-моему... ребят, тоже смотрите. Вот он, малышок. Опять мелкий, смотрите. О, бобер где-то бабахает. Это на креветку, по-моему, если я не ошибаюсь. У меня было. Так, сейчас я свет включу. А поклевка прям вот какая-то еле-еле. То есть он подойдет, он даже грузил не то что грузил, а не оселяет сквозь траву. Поднацепляет, и он не оселяет показать свою поклевку из-за этого пучка травы. Такой же малыш маленький. А заглатывает крючок здоровый. Ну да, на креветку клюнул. Он ее там заглотил, разорвал. Иди-ка пока, паренек, сюда. Отдыхай. Двое из ларца, одинаковых с лица. Сейчас пока перезакидывал донку, не пойму, на следующий. На червя, которая пока насаживал креветку новую. Говорю, не пойму. Поклевка какая-то, колокольчик. Звенело, сейчас молчит. Здесь червяк выползок, по-моему. Ну, чтобы исключить вероятность того, что зацепился мелкий налимчик, надо проверить. Поэтому вымотаем, глянем. Если что, перенасадим. И вообще легко идет. Ни травы тут, никого. Не, смотрите. Вот это да. Ни травы. Это просто травы не было. А тоже малыш такой. Третий подряд, ребят. Одного размера. Тройня. Не оселяет такой размер налима совершить поклевку, чтобы ощутим был по кончику удилища. Это на выползка, ребят, на червя взял. Тоже небольшой, маленький размерчик.
Зацепился там, отдай. Вот он. Червяк. А вот налим. Налим Никодим. Ну-ка давай-ка. Опа. Третьим будешь. Так, надо освежить свеженькую и закину. 20 часов 15 минут московского времени. 3 налимчика маленьких. Пока что маленьких. Но ведь если в одном из мест есть налим мелкий, значит здесь должен быть и крупный. Не может же быть такого, что, я понимаю, есть места, где просто нету, так скажем, там налима. Нет его в этих местах, не водится. А если в этих местах водится мелкий, значит должен быть где-то и крупный. Я не теряю надежды его поймать. И вот одна, даже не поклевка, я говорю, что травой унесло, начал вытаскивать, посмотрю, налимчик мелкий сидит. Пока вот это вот дело все переделывал, переоснащал, закидывал, слышу на соседней рядом колокольчик звонит, фонариком свечу, кончик прям еле-еле так дерг, подергался, перестал. Подхожу, говорю, ну если дергался, там креветка насажена, значит креветку кто-то трогал. Это же не какая-то меленькая рыбка подошла, креветку трогает. Вытаскиваю второй налим, такой же размером. Пока вторую донку переоснащаю, перенасаживаю, забрасываю, смотрю, у меня соседняя стоит, которая на червя. Тоже дерг, прям меленькие вот поклевочки, прям еле-еле, прям вот это даже на камеру не запишешь, это нужно при свете солнца только записывать такую поклевку. Прям дрык, вот прям еле-еле, прям и колокольчик прям еле-еле шевелится. Червь тоже крупный, говорю, скорее всего, значит, наверное, тоже налим. Предположил, так тащу, вроде легко. А потом смотрю, ну а что легко, конечно, там грузило намного тяжелее, чем этот налим весит. Вытащил вот такой вот третий малышок. Четвертую донку тоже взял, проверил на всякий случай. Освежил насадку, снял с нее траву, ее тоже травой подзабило. В общем, сейчас все обратно, все 4 донки у меня заброшено. Я пью чайку и погреюсь около костерка. На улице такая влажность и прохлада. Все кругом мокрое стало от этой влажности такой. Туманчик стоит и очень влажно около воды. А около костра хорошо. Так что я пошел к костерку сидеть и наблюдать, и ждать, надеяться и верить. Так, ну что, дорогие друзья, вы не поверите, но так оно и есть. Время 1 час ночи. К сожалению, поклевок больше не было. Вот 3 подряд пойманных небольших маленьких налимчика. Прям вот 1, 2, 3, прям буквально интервал в несколько минуточек. И все. Последняя поклевка где-то в 20 с небольшим была. Полное затишье до 0. В общем, в 0 я начал собираться, свернул свой тент. Дождя со снегом и с градом больше ничего этого не было. Погодка вообще шикарная, тихая, безветренная. Около костра тепло, вообще просто красота. Но, к сожалению, сегодня опять не был пойман трофей. Приехал я в надежде, опять же, поймать все-таки трофейного какого-нибудь налимчика, но, к сожалению, только вот эти вот 3 штучки. Вот такие вот, ребят, красавцы. Мне очень нравится эта рыба. Очень красивая. А если хороший экземпляр, ух, вообще бы мечта потаскать такого. Сегодня я всех этих налимчиков забираю с одной целью. Я их хочу выпустить в один из наших местных водоемов. Очень надеюсь, что эта рыбка там приживется. И в будущем обязательно кого-нибудь порадует своими поклевками. Ну, когда у них уже будет вес, так скажем, хотя бы килограммчика 2-3. Сегодня я их привезу домой. Включу им компрессор. Сейчас еще водички подолью. И завтра ранним утром, то есть уже сегодня ранним утром, повезу их, выпущу. Последние, наверное,
час где-то или полтора по ту сторону Хопра. У Филина там какая-то суета была. Что-то он там весь какой-то на волнениях, на суете, без конца там что-то мечется из стороны в сторону, пищит, кричит, что-то там, паника у него какая-то. Так, ну все, дорогие друзья, я с вами на сегодня прощаюсь. Цель рыбалки, как всегда, она была, конечно же, достигнута. Состоялся выезд на рыбалку, на налимью рыбалку, и налим был пойман. Да даже не один, а 3. Но, к сожалению, опять же, я сегодня без трофеев. Но каждый мой выезд на рыбалку, он всегда волнителен. И всегда от рыбалки я жду что-то такое, нечто, массу каких-то впечатлений. Но бывают и такие рыбалки. Это только на экранах телевизора можно смотреть, что где-то там в Сибири, в Якутии и еще где-то хорошо ловят. У нас, к сожалению, вот такие рыбалки. Ну все, ребятки, всех вас благодарю за просмотр. Я дособираю остатки вещей, гружусь в машину и поехал домой спать. Всех благодарю за просмотр. Всем удачи и пока. До новых встреч на рыбалке. Пока. Давай, иди сюда. Давай, давай. Вот молодец. Все, сейчас поедем домой.